Приветствую всех, дорогие друзья! И по просьбе подписчицы покажу, как я готовлю каждый день хлеб для своей семьи. Итак, в глубокой миске смешиваю 400 мл теплой воды. Это 2 стакана. Добавляю 2 чайные ложки соли неполные и такие же 4 чайные ложки сахара. Все немного перемешиваем и затем добавляем дрожжи. Я использую вот такие прессованные дрожжи, покупаю их в большом количестве, замораживаю, затем постепенно использую. Здесь есть вот такие деления, и нам нужно как раз 1/4 часть. Такой упаковки мне хватает на 8 булок хлеба. По сравнению с сухими дрожжами у этих очень выгодная цена, они никогда не подводят, всегда работают даже после разморозки. И мне нравится, что в готовой выпечке практически не чувствуется запаха дрожжей. После того, как дрожжи полностью растворились, мы всыпаем муку в 2 этапа. Первую половину засыпаем, перемешиваем, затем вторую половину. Также перемешиваем до более-менее равномерного распределения муки и влаги. Не переживайте, если вначале тесто будет не очень красивым, это все потом исправится. Далее добавляем 20 мл подсолнечного рафинированного масла и начинаем замешивать рукой. Теперь нужно немного набраться терпения, потому что тесто нужно вымешивать минимум минуты 2-3, для того, чтобы оно было более равномерным, мягким, и поначалу оно будет липнуть. Старайтесь вымешивать кончиками пальцев, чтобы полностью не пачкать руку. Добавляем еще 20 мл подсолнечного масла, и уже, как видите, тесто оно очень мягкое, равномерное, не прилипает к рукам и к чашке. Если же у вас есть тестомес, вам будет намного проще. После вымешивания мы скатываем тесто вот в такой шарик, я его переворачиваю вверх дном, накрываю сверху пакетом, можно использовать пищевую пленку, затем полотенцем и оставляю минут на 40 в теплом месте для подъема. Пару слов скажу о формах, которые я использую. Этим формам уже 8 лет, использую я их каждый день, поэтому не удивляйтесь, что у них уже такой не новый вид. Они пористые немного, и масло, попадая в эти поры, оно трудно очень выводится. И так как на нашу семью 2 булок хлеба в день уже мало, мне пришлось докупить формы. Увидела я их на Wildberries. Они уже, видите, немного отличаются, более гладкая структура, более острый бортик, но тем не менее они мне очень понравились. Размеры у них бывают разные, так что смотрите, выбирайте. Ну и снова возвращаемся к рецепту. Нам нужно подсолнечным маслом смазать формы. Для этого несколько капель масла я выливаю на дно, затем кисточкой вот так смазываю. Тем временем у нас поднялось тесто. Как видите, дрожжи работают очень хорошо. Если у вас будет очень тепло на кухне, то даже 40 минут не понадобится для подъема. Это может произойти за 20 минут и за 30 минут. Все индивидуально. Теперь немного присыпаем стол мукой. Не слишком большой слой, много муки сыпать не нужно. Берем шпатель кондитерский и вываливаем тесто на стол. Далее я разделяю его на 2 части. Делаю это визуально, приблизительно. Мне не принципиально, чтобы прям одинаковые 2 булки хлеба были по весу. Сверху также немного совсем припыляю тесто мукой, чтобы можно было работать с ним. И сначала раздавливаю его в прямоугольный пласт, а затем сворачиваю вот таким рулетом. Так формируется булка. Теперь кладем ее в форму, смазанную маслом. Со второй частью теста поступаем точно так же. Сминаем и отправляем в форму. Далее формы также необходимо поставить в теплое место, накрыть сверху пакетом или пленкой, также полотенцем и оставить на подъем тоже примерно на 40 минут.
Спустя 30 минут я ставлю разогреваться духовку. И через 40 минут у нас тесто хорошо подошло. И теперь очень осторожными движениями нужно убрать пакет от теста. Потому что если вы сделаете резкие движения, у вас получатся некрасивые заломы на булках. Тесто совсем немного возвышается над бортиками. Далее в процессе выпечки оно еще поднимется, поэтому это учитывайте тоже. Отправляем формы в духовку разогретую и выпекаем около 30-40 минут до желаемого цвета хлеба. Теперь я беру вот такую тарелку. У меня нет решетки специальной. Если есть решетка, то будет очень хорошо. Вытаскиваю хлеб. Вот такой красивый он получается. Сверху корочка у него бывает хрустящая. И чтобы она такой оставалась, хлеб нельзя накрывать, пока он стынет. Но обратите внимание на то, что хлеб из форм извлекается очень легко. Заодно покажу вам на деле уже новую форму. Как видите, хлеб такой же хорошо пропеченный, легко отходит, и форма при этом остается чистая. Пока хлеб очень горячий, я не смогу вам его разрезать, показать, но чуть позже, когда он остынет, я обязательно покажу, что получилось внутри. И вот спустя пару часов хлеб остыл. Вот такой он красивый получается, ничем не отличается от выпечки, которая продается в пекарне. Снаружи у него аппетитная хрустящая корочка, а внутри он просто нежный, как облако, белоснежный, пористый. Мякиш у него очень нежный. Об отсутствии всяких добавок и улучшителей муки, я думаю, говорить даже не стоит. Я не знаю о стоимости хлеба в других регионах. Если вам не трудно, напишите, откуда вы и сколько хлеб на данный момент стоит у вас. У нас в Краснодаре в пекарне такой хлеб стоит от 40 рублей уже и выше. Я посчитала, сколько продуктов и денег у меня ушло на эти 2 булки хлеба. В итоге это 40 рублей. Итого 20 рублей на одну булку. Я считаю, что это очень даже выгодно. Но еще одно преимущество такого хлеба в том, что он практически не портится. Это булка вчерашняя, которую я приготовила вчера, и специально вам ее разрезаю, показываю. Такой хлеб скорее превратится в сухарик, чем покроется какой-нибудь плесенью, которая обычно образуется на магазинном хлебе. Поэтому обязательно пробуйте, оцените этот рецепт. Если понравится, пишите свои комментарии, делитесь с друзьями. Я думаю, вам будет очень полезно это видео. Всем до новых встреч, желаю всего самого наилучшего, до новых вкусных рецептов.